Друзья, всем привет! Серферы, наши любимые бездельники, девианты. Продолжаем наш эфиры. И, как я обещал, у нас сейчас исторический эфир будет, который, по ходу, мы решили дополнить. Потому что так получилось, что у нас одновременно в офис пришло два историка. Алексей Бебель и Илья Чеделума, который на следующий эфир должен быть. Я подумал, ну, если где два, там и три да, историка. если хорошо, когда есть два историка, если один хорошо, если два еще лучше, если три вообще прекрасно. Поэтому тема германская революция 1918-19 бегство от ответственности мы решили дополнить Илью Чеделума, тем более, что он подготовил на завтра эфир по веймаризации там и ну, в общем, темы пересекаются, и мы решили, в общем-то, пойти в таком, как это правильно сказать, синергическим экспромтом, путем синергетического экспромта. Вот так вот мы решили действовать, да. И Алексей, собственно говоря, на протяжении последних 2 месяцев последовательно разворачивает картину событий, которые там предшествовали Второй мировой войне, были во время Второй мировой войны, были после Второй мировой войны. Ну, в основном это касалось Российской империи, мы затрагивали. И вот сегодня занырнем в Германскую империю и последствия ее развала. Добрый день, дорогие зрители и слушатели. Действительно, тема очень интересная. И здесь, когда мы будем говорить о немецкой и германской революции, то здесь надо учитывать и немецкий характер, и немецкое миропонимание, и вообще порядок жизни немцев в те времена. Поэтому хотел бы начать с одной оценки, когда вот думали, что никакой немецкой революции не будет, и она невозможна. Был такой как бы шутка-анекдот, который приписывают разным, но больше склоняется, что это вроде бы, как сказал Ленин в 18 году. Итак, было сказано следующее, что никакой германский революционер и никакая германская революция не сможет занять ни одного вокзала, если будет закрыта касса и не можно будет купить перронного билета. Ну, примерно так оно где-то и проходило. Какая у них была самая революционная партия? Это СДПГ, социал-демократы. Ну, она, кстати, до сих пор действует и существует эта партия, и нынешний глава правительства Шредер, это, господи, Шольц, прошу прощения, это тоже член СДПГ. Насчитывала она уже там более 100 лет, и начиналась с объединения с двух сил, ну, вопрос не в этом. Самое главное то, как она вышла после различных гонений, которые были там при Бисмарке к началу 20 века. А вышла она все более и более набирающей сил. И ее тогда лидером был рабочий, бывший, и глава уже фракции в СДПГ в немецком Рейхстаге Август Бебель. Его мировоззрение было такое, да, социалистическое, но умеренный социализм. Они все были сторонниками, скажем так, эволюции, а никак не революции. Они говорили о том, что сам капитализм и сама система капиталистическая, империалистическая должна рухнуть. И вот после того, как она рухнет, то власть так или иначе все равно попадет в руки социал-демократам. При этом позиция Бебеля, особенно после успеха на выборах 1912 года в Рейхстаг, когда с 397 мест 110 заняли социал-демократы, была следующая. Во внутренней политике он говорил, что мы не будем помогать никоим образом властям, их различных мероприятиях и в их различных идеях, но, мол, если будет война и особенно столкновение с Россией, то, как говорил тогда вот как раз Август Бебель, он будет первый, кто возьмет в руки винтовку. Со всех социал-демократов была только очень небольшая группа, которая по сути состояла из 3 человек. Это Роза Люксембург, Клара Цеткин и Карл Липкнехт, которые занимали более левые и более такие радикальные позиции. Но по сути они никакого значения на тот момент, до Первой мировой войны, для самой партии и для Германии не имели. Хотя Карл Липкнехт был избран
депутатом в Рейхстаг, но это был такой больше подарок от партии с точки зрения того, что его взяли как бы в список и взяли и дали возможность стать депутатом. После того, как Карл Липкнехт отсидел там некий срок, по-моему, 1,5 или 2 года, уж не столь важно, как раз за свою антивоенную агитацию, которая была еще в мирное время. И вот начинается Первая мировая война. Тут на секунду перебив і уточнив, чи правильно я розумію, що більша частина соціал-демократів, вони були в такій бернштейнівській парадигмі оцього такого, тобто, що поступового реформізму, от марксизм, який йшов оця бернштейнівська парадигма, що ми будемо поступово змінювати, тобто, цю систему, ми її не хитаємо, тобто, але ми будемо боротися якби легальними шляхами. І це подавляюча більшість німецької соціал-демократії. Почти да, и даже еще правее. Вот Бернштейн и Каутский, как бы это ни было странным, я потом об этом скажу, они войдут потом и создадут во время войны так называемую независимую СДПГ, которая будет считаться более левой. То есть там были еще более умеренные взгляды. То есть, когда спрашивали Бебеля о том, как делать революцию, он говорил: вы что, какая революция? Они сами все сделают за нас. То есть, чем больше будет погружаться капитализм в кризис, чем больше будет, скажем так, нарушаться права рабочих, тем больше он будет деградировать, и тем вернее к власти придут законным путем социалисты и установят, так скажем, более справедливые законы и более правильные порядки. Именно с этими людьми переписывался Энгельс в незабвенном отрывке «Собачьего сердца». Помните, когда там профессор Преображенский спрашивает Шарикова, что ты читаешь? Он говорит: да переписку Каутского с Энгельсом. Он говорит: ты что? Он говорит: не согласен с кем, с обоим. Пишут, немцы какие-то, голова пухнет. КНРС какие-то немцы, голова пухнет. Да, и вот, начинается война. И как я когда-то говорил в той передаче, где был о развале армии, в отличие от тех, кто пишет, что Карл Липкнехт занял позицию принципиальную и сразу не голосовал, нет. Как раз тогда они все проголосовали в августе о военных кредитах. Все было единогласно и все было вот так, как есть. И только в декабре 2014 года он был единственным, действительно, кто не проголосовал за военные кредиты, и поэтому он был отправлен на фронт. Он был как бы на фронте. Значит, но в декабре 2016 года, сразу переносимся оттуда туда, почему? Потому что 2014 и 2015 год, как бы, скажем, с точки зрения революции и поляризации общества, Германия ничего не приносила. Там было более-менее как бы стабильно. Но в декабре 2016 года кайзер Вильгельм предлагает мир. Однако какой он предлагает мир? Сам кайзер публично обращается к войскам и говорит: как победитель я предлагаю противникам мир. Понятно, что на секунду для наших глядачів, перед цим якраз закінчилась довга, яка майже більше ніж півроку, бійня в Вердені, по результатах якої німці відкотилися навіть від позицій, з яких вони починали цю кампанію. І от ця операція Фалькенгайна, який вирішив ідея, що ми перемолимо якби в наступі, перемолимо обороняючі війська, абсолютно божевільна ідея. Тобто вона зазнала краху, і після цього він видає оцю декларацію. И погибло 1 миллион человек там. Так. И настроение населения. Тут надо сказать еще об настроении населения до войны. То, о чем там писали Маркс и Энгельс, о так называемых контрреволюционных народах и революционных народах, скажем, все-таки до простого населения это не доходило. Не будем вот эти вот идеи перекладывать на простое население, которое в эти, скажем, такие вот вещи не вникало при всем желании. Даже, возможно, и в партии, там, мягко говоря, не все к этому прислушивались. Вопрос в другом. Как немцы вообще воспринимали Германию после того, как она была объединена и стала богатой страной, которая развивалась? До этого ведь мы слабо это понимаем, но Германия, мы знаем, что там были разные маленькие княжества, что она была бедная, люди разъезжались по Европам, по разным странам, где-то на заработки и так далее и тому подобное. Но мы не понимаем того, как для объединенного немца стала Германия сама по себе, какой ценностью она представляла, и самое главное, скажем, милитаризация общества и милитаризация сознания. Ведь
немцы были практически единственным народом в Европе в то времени, которые добровольно собирали дома жестяные баночки, коробочки, тюбики металлические, жестяные от зубной пасты там, или чего там, ну, крема какого-нибудь. Так. Это все складывалось в коробку и сдавалось, потому что Рейху нужен металл для армии. То есть они настроены были вот абсолютно, скажем, так, что они это единый коллектив, и Германия это единый молот, который, ну, будет сражаться за своє будущее. Це як в цьому афоризмі, що здається ще про Прусію, про Прусське королівство, що це армія, яка має свою державу. Да, Тобто не да. держава з армією, а армія, яка має свою державу. Потом шовинистическая пропаганда, которая началась и до войны она была, скажем, но в войну она уже там, ну, переплюнула все края. То есть немцы лучшие на свете, их все обижают. И вот только воздаяние обидчикам и выход немцев на первостепенные позиции принесет, так скажем, мир и процветание в Европу и вообще радость для немецкого народа. Ну и вера в непобедимость германской машины. Значит, во время войны фактически снова-таки пропаганда уже приобрела характер, ну, скажем так, демонизации всех противников. То есть все были вокруг плохие, ну, кроме союзников. И вообще все плохие. И вот только немцы всю жизнь были хорошие. Та я тут ще додам таку ремарку, що Ніл Фергюсон, якого всі знають от, по цивілізації, по інших його сучасних книгах, одна з перших його монографій, якщо не сама перша, про Першу світову війну, і він там от про це каже. Жалость війни називається. Pity of War. Фактично це збірка есеїв, тобто він їх різні статті поєднав, і він там каже, що от про те, як здавалось в полон, що через цю пропаганду після 2014 року, не тільки тому, що фронт був стабільний, але через те, що вони накачували обидві сторони, і британці, ну і в основному британці і німці порівнює, кількість тих, хто здавалось в полон, різко впала, тому що обидві сторони, ну, просто максимально демонізували одна одну. І це, ну, Фергюсон вважає, що це сприяло затягуванню Першої світової війни. Да, я с вами, кстати, абсолютно согласен, потому что такие, скажем, там же не только реальные истории, но там и байки с обоих сторон, ну, подавались, как говорится, самым широким полем. Потом, строжайшее наказание всех тех, кто говорил за мир, кто пытался говорить о мире, о каком-то примирении, о выходе, скажем, из войны. Это, причем у них наказание в основном в Германии это была отправка на фронт. И, кстати, тот же Бернштейн говорит, что, казалось бы, говорит, что вроде на фронт их отправляли. Да, они, наверное, какой-то небольшой процент внесения, ну, скажем так, в умы тех, кто находился на фронте, давали, но, говорит, их было на самом деле так мало, что, говорит, это, ну, это ни о чем. То есть, на самом деле, таких людей, которые говорили за мир, было крайне немного. Это тем более говорил Бернштейн уже после революции, после всего, ну, то есть абсолютно спокойно и абсолютно, ну, то, что он думал и то, что он видел и знал. І порівнюємо ці процеси, що були в російській імператорській армії, де після 15-го року чим більше від цих земств, оці організації, які мали займатися постачанням, лікуванням, вони засилали просто величезну кількість оцих представників партії есерів, партії більшовиків, і вони вже там 15-16 рік пропаганду на повну катушку розвертали. Да. Потом, там ведь началась проблема с продуктами. Была так называемая брюквенная зима 16-17 годов. Ну, что такое брюква, мы так знаем понаслышке отдаленно, ну, особенно в городах. Там в селах, понятное дело, ее там выращивают для корма скоту, но тоже не в промышленных масштабах. А в Германии получилось следующее. Она продукты во многом импортировала из-за границы. Картофель тоже. Но картофель более-менее как бы своего урожая тютелька в тютельку должно было хватать. Но случилась большая беда с эпидемией фитофторы, по-моему, и она уничтожила огромное количество картофеля. И вот как раз многие депутаты от социал-демократов, которых я читал воспоминания, изданные там в 20-е годы и чуть позже, они говорят, что у них картошки даже у депутатов Рейхстага дома не было. Ну, то есть вообще. А один, по-моему, это был как раз Шейдеман. Он говорит, что он скандалил постоянно с одним депутатом, который был аграрий.
и у него было как бы свое поместье. Но, тем не менее, личные отношения, вот, не политические, у них были такие, ну, скажем так, человеческие. И тот подошел и говорит: а как у вас? Он говорит: у меня, говорит, семья осталась, говорит, все на фронте, я сам, говорит, ну, там, тяну несколько семей своих там детей. Говорит, и у нас ни одного килограмма картошки нет. И он говорит: когда я приехал домой, то жена сказала, что водитель подъехал и какой-то лакей в ливрее выложил пол мешка картошки. Ну, что было, в принципе, в то время, как, ну, на вес золота, казалось, да. Но, тем не менее, говорилось о том, что в прессе рассказывалось, и народ должен был повторять, о том, что брюква – это прусский ананас, это очень полезно, с него можно делать мармелад и другие полезные, скажем так, продукты питания. И самое главное — подтянуть пояса, и скоро, вот-вот победа уже, как говорится, не за горами. Потом началась проблема с отоплением домов, потому что угля не было. И, в общем, началось снижение призывного возраста. Весна 17 года — начало тотальной подводной войны. Это была идея Людендорфа. К нему я чуть позже вернусь, потому что он очень важная фигура в этом всем вещи. И идея его была следующая, что за 6 месяцев после начала тотальной войны Великобритания запросит мира. Но с чего он это взял, было сложно сказать. Но вот у него были такое мнение, что вот 6 месяцев, хотя, опять же, многие депутаты из СДПГ, которые имели доступ к телу Людендорфа, что было крайне сложно, тем не менее говорили, что мы ему говорили: это бред. Это вызовет, ну, войну с Америкой, США, реально. Почему? Потому что все-таки, когда у нас говорят там и пишут многие о той телеграмме Циммермана, ну, давайте говорить реально. Телеграмма Циммермана, даже, ну, при ее реальном существовании, это о чем? О том, чтобы подбить Мексику на войну с США. Ну да, Мексика действительно там заняла был один город перед этим. Для наших глядачів нагадайте, яку посаду займав Людендорф в 17-му році? А вот был генерал-квартирмейстер. Вот в том-то и весь вопрос, понимаете? Вот я к нему вернусь, так? Почему? Потому что его должность реальная совсем не соответствовала тому, чем он занимался. Вообще не соответствовала этому. Это был очень интересный такой, скажем, прецедент. На этом фоне создается межфракционный комитет, который проводит 19 июля 1917 года через Рейхстаг так называемую резолюцию о мире. Резолюция эта призывает к миру, но говорила о том, что депутаты, весь народ как один будут сражаться за справедливость, ну и так далее. Однако она все равно очень не понравилась милитаристам, даже в таком, ну, скажем, прилизанном и куцом виде. В том числе их ставленнику, новому рейхсканцлеру Георгу Михаэлсу. Кстати, до того никому неизвестный юрист. Ну, практически никому неизвестный. А чому вибрали його на посаду канцлера? Когда мы вернемся к Людендорфу, все будет понятно. Все будет понятно. Он проработал лишь до 31 октября 17 года, когда военные круги, снова-таки, ну, по сути, Людендорф, провели новым рейхсканцлером Георга фон Гертлинга, который, ну, работал аж до событий осени 18 года. А вот теперь мы подойдем к Людендорфу и той системе управления, которая сложилась в Германском рейхе на период Первой мировой войны. Главой государства формально был кайзер Вильгельм. Ну, вот. Вторым человеком, учитывая войну, был начальник генерального штаба Гинденбург. Третьим рейхсканцлер, ну, то есть как бы премьер-министр. Но на самом деле все было по-другому. Кайзер ездил и провозглашал речи перед армией и народом и призывал к новым победам. Гинденбург тихо сидел в генштабе, особо ни на что не влияя, там пытаясь, ну, какие-то свои предложения как бы давать. Рейхсканцлер — это было просто пустое место. Просто пустое место. То есть там Людендорф мог назначить табуретку. Ну вот реально, просто вот, кого хочешь. Вот потому-то и был юрист какой-то, так? Ну вот, решил, пусть будет этот. Значит, а всю реальную власть сконцентрировал Эрих Людендорф, генерал-квартирмейстер, который был формально заместителем у Гинденбурга,
Но Гинденбурга, он не, во что, по сути, будем говорить? Я тут коротко перед історією, оця знаменита битва під Таненбергом. В августі 14 року. Так, тобто оця модель стосунків склалась вже тоді, коли Людендорф, він був ніби лише помічник у Гінденбурга, коли вони, ну там ще перед ними вже готували цей контрудар проти армії Самсонова і ці другої, але де-факто Людендорф взяв всі справи, і було таке, здається, це навіть не історичний анекдот, але от дійсно, коли в 20-х роках Людендорф їздив чи з кадетами, чи з ким, він показував ці всі поля Східної Прусії і казав, ось тут спав Гінденбург, тут їв Гінденбург, тобто от в такому сенсі, що він якби всю битву не приймав участь. І от оця модель, при цьому газети славили не скільки Людендорфа, а Гінденбурга. Да. Оцей, тобто був створений міф оцього дутого весільного генерала, а Людендорф при ньому, хоча його теж хвалили, він фактично став таким сірим кардиналом, тобто німецький такий Рішельє або Мазаріні от Першої світової війни. Ну, и он был одной из ключевых фигур в организации тотальной войны. Как бы, Да, то есть вот. и он идеологом ее Да, был, вот да. просто Даже книжку идеологом. Да, Да. да. Но смотрите, вы просто как историки, вы все хорошо понимаете, но я для наших зрителей, которые историю так хорошо не знают, я просто контекст напомню, что в начале Первой мировой войны, когда немцы забуксовали в Бельгии, потому что не учитывали, что будет настолько успешное сопротивление со стороны бельгийцев. Там, кстати, Людендорф тоже во время осады Льежа сыграл важную роль, потому что он после Його того, звідти перекинули да, в после, Прусію. он после возглавил, я не помню, там дивизию или что. Взяли той форт. После того, как убили ее командира, его поставили 14-я, там, по-моему, дивизия, вот, или корпус, вот я уже сейчас не помню. И Кайзер его заметил, что он подтянул артиллерию, там, короче, все их разгромил, и они начали двигаться дальше. И россияне начали наступление. В Восточной Пруссии две армии Рейнкамфа, первая армия Рейнкамфа и вторая армия Самсонова, которые начали приближаться к Кёнигсбергу, что, естественно, вызвало панику как бы в Германии, потому что, ну, от Кёнигсберга там нет, как бы там уже и до Берлина, в принципе, прогуляться можно, как бы там, да, вот, по железным дорогам, которые были очень хорошо развиты в Восточной Германии, вообще в Германии. И поэтому возник у них кризис, который необходимо было как-то тушить. И хотя россияне не были подготовлены на самом деле к этому наступлению в достаточной мере, потому что мобилизация не была закончена, и французы, оказавшиеся в сложной ситуации, они просто умоляли Российскую империю, чтобы царя Николая II, чтобы Россия начала наступление, потому что нужно было как-то остановить немцев. Ну и те начали это наступление, которое поначалу развивалось успешно, а потом в мазурских этих болотах вторую армию Самсонова Людендорф, значит, со спящим Гинденбургом благополучно разбили, и, собственно говоря, на этом наступление там закончилось. Да, и вот это руководство, кроме того, что он фактически, скажем, был диктатором всего, прикрываясь Гинденбургом и Кайзером, еще и в регионах, по сути, скажем, было не двоевластие. То есть местные власти, мы же понимаем, что Германия, когда была создана из разных вот мелких государств и крупных государств, как Бавария, допустим, они даже чеканили свою монету. То есть была золотая даже монета, которая чеканилась этими различными там, курфюрстами, там, князьями и так далее. Но там были созданы, ну так, чтобы проще сказать, военные администрации в каждой земле. И они там, по сути, всеми вопросами заправляли. И слушали они одного Людендорфа, реально. То есть там создалась такая моновласть, прикрытая как бы парламентом, премьер-министром, главой генштаба, главой государства, но теневая моновласть, которая что хотела, то и делала. Можемо сказати, що після того, як зняли фігуру Бісмарка з політичної системи ось Німецької імперії, тобто виник вакуум влади, який фактично от Людендорф під час Першої світової заповнив. Тобто не було цієї осівої фігури, навколо якої би от політичні процеси відбувалися. Да, но если Бисмарк, он, скажем так, он был человеком разумным и человеком, скажем, не впадающим в диктатуру, он был противником диктатуры, это все знают. То есть при
всем том, что он был противником парламентаризма, но он был и противником диктатуры. То есть он был сторонником таких либеральных подходов и умеренных подходов во всем. То Людендорф это был человек, который делал ставку только на одно. Вот то, что вы сказали. Армия с государством. Вот и все. То есть для него армия, страна начиналась армией, и армией заканчивалась. Больше ничем. И наступает 18-й год. Весеннее наступление Германии во Франции. Фото номер 1. Покажите, пожалуйста. Это вот как раз один из эпизодов. Вот, бронеавтомобиль. Ну, его там называют танком, но это не совсем так. Это бронеавтомобиль. Но не суть. И Германия подписывает Брестский мир. Фото номер 2. Покажите. Это вот как раз украинская делегация по Брестскому миру. Ну и, естественно, было основное подписание, там, то, что касалось для немцев больше всего, это вот подписание уже с большевиками и занятие огромных территорий. И самое главное, те деньги и все те уступки, которые потребовала Германия. И, кстати, вот подписание... Да. Кстати, вот и деньги, золото. Вот подписание Брестского мира, оно очень, и вот это весеннее наступление, даже на трезвые головы немцев, те, которые понимали, что это проблема, и проблема затягивается, даже они начали это весеннее выступление воспринимать, скажем так, как хорошее. Хотя, по-здравому, если смотреть, его можно оценивать было, если с точки зрения, допустим, Второй мировой войны, да, его можно было рассматривать, его можно было рассматривать как Ордены, как Ржев, а по итогу, возможно, даже как Харьковский котел 42 года. И он, в принципе, так и получилось. Началось с Орденов, потом перешло в Ржев, а Харьковским котлом не закончилось просто из-за того, что мир подписали. Но к этому все уже шло. И вот те драконовские условия, которые были выкатаны Германией, они потом сыграли с ними злую шутку. Если до этого все говорили о мире без аннексий, контрибуций, без различных репараций и всего остального, то есть все выходят на ту позицию, которая была, и открывают только экономику, то, собственно говоря, с чего были потом выстроены 14 пунктов Вильсона, во многом своим, то Германия сама же и нарушила свои предложения. То есть она показала, что она хищник. И ей потом, понятное дело уже, вернулась это гораздо большей платой и гораздо больше страшной ценой. Но, тем не менее, я же говорю, что опьянение этим было большое, и население радовалось страшно. И вот то, как это показано было и в пропаганде, и вообще не только в пропаганде, а и в восприятии немцев внутри, я хотел бы показать с 3 по 11. Покажите, пожалуйста. Это вот как раз книга, которая издана была в Германии в 18 году. Это после того, как Украина стала независимой. И после подписания Брестского мира, вот как раз Центральная Рада, Грушевский. То есть они вот показывают уже о том, что в принципе жизнь, как говорится, налаживается, идет. А вот это вот уже, на секунду остановите, это уже открытка, это Алексеевский сад города Киева, вот буквально это вот там, где сейчас находится театр оперетты, стадион, и так далее. Это вот центральная часть Киева. И покажите сзади, это вот отправлено 14 июля 2018 года из города Киева в Эссен. Открытка немецким офицерам по поводу, скажем так, проживания его здесь. Привет из Киева. Дальше. Вот уже конец, 10-й месяц 2018 года. Это те события, к которым мы подходим. Офицер гетманской армии вместе с немецкими офицерами и солдатами пристреливают пулемет для аэропланов в Киеве, на окраине Киева. И поверните, там как раз вот он тоже оставил свою записку 22.10.18 года, город Киев. Все. То есть, многими воспринималось, особенно на восточном, так скажем, бывшем Восточном фронте, это все как уже, почти успехи, все складывается. Но реальность была совсем другой. Летом фронт незаметно начал сыпаться.
И все попытки его каким-то образом остановить ничем не увенчивались. Туда прибывали постепенно американские солдаты, вооруженные новым оружием, скорострельным, Сотнями тысяч. да, танки и так далее и тому подобное. И сказка начала заканчиваться. Россказни о победе, конечно, шли еще полным ходом. Пропаганда давала, ну, как говорится, копоти на полную. Но Ефрейтор Гитлер где-то в окопах там сражался когда там, до осени, как бы он в сентябре его, по-моему, ранили там где-то Поки він під цю газову атаку Да, здається, да, газову так, атаку, да. в атаку. да. И, в общем, ну, доводились вести, конечно, только к победе и крепком солдатском настроении и скором наступлении. Фото номер 12 покажите. Это вот как раз уже Гинденбург слева, Кайзер посередине и Людендорф справа. Это вот одно из, так скажем, работ на карте по войне. 4 направления. Карта Да. 4 направления. Да, ну вот Людендорф знал истинное положение вещей и крайне боялся развала фронта в существующей конструкции власти. Крайне боялся. Он понимал, что он там пока в тени, но когда начнут спрашивать, то уже будет, как говорится, тень такая. Он осознавал, что фронт рухнет, и если он рухнет, то продвижение Антанты будет такое, что они будут просто сметать все на своем пути, когда они войдут на территорию уже Германии. Да и по территории Франции там до этого же была, ну, почти выжженная земля и Бельгии. Мгм. То есть там первые годы, ну, прошлись так, что Да. Заявить о необходимости мирных переговоров Кайзеру было невозможно. Его уже предложение вообще никто не воспринимал и не рассматривал, потому что его, ну, считали, скажем так, как неадеквата. Тут коротка ремарка, особливо враховуючи, що коли в 17-му році Карл І, останній імператор Габсбургів, коли він ініціював, тобто зондування можливих перемовин, саме якби от німецька сторона і в той самий Вільгельм влітку 17-го року зірвали цю можливість. Був великий шкандаль між Австро-Угорщиною і Німецькою імперією, і після цього, тобто будь-які, скажімо так, німецькі еліти, Вільгельм, там, Людендорф і мирні перемовини, це вже було не варіант, ну, взагалі для союзників. Да, и, значит, сам Людендорф не хотел брать на себя ответственность за самое главное предложение, и самое же главное это подписать мир. Ну, то есть, одно дело еще предложить, а другое дело подписаться. И он понимал, что это он завел, в том виде, в котором есть, военную истерику, поставил нереальные цели и задачи, организовал вот эту комедию Брестского мира. Но он при этом ни своих сил, ни возможностей, а самое главное не то, что своих, а страны не рассчитал. Абсолютно. И он понимал, что поставил страну перед риском уничтожения, тотального уничтожения. И любой рейхсканцлер, которого бы он не назначил в этих условиях, он тоже, все же понимали, что то, что я говорил, что рейхсканцлер это пустое место. Вот, Прям как про Украину. не знаю. Значит, и вот, ну, то есть, вот просто с ним никто говорить не будет, потому что все понимают, что это будут говорить с Людендорфом, а не с ним. И тогда Людендорф решил поступить, как, знаете, есть такая хорошая украинская пословица: «Свист на Грицю ты, бо ты дурнейший». И Гриц нашелся. С 29 сентября, там у них ставка была в городе Спа в Бельгии. Он Кайзеру сказал, что еще чуть-чуть и все. Поэтому надо менять правила игры. Мы создаем парламентскую республику. И парламентская республика изберет рейхсканцлера, какого-то либерала. Но мы им подберем вначале. Который возьмет на себя всю Все ответственность. ответственно. А армия останется не затронутой. Мгм. И получается, что армия вроде как и до конца сражалась, но гады в тылу нанесли удар в спину.
Ну, Кайзеру он этого не говорил, но то, что он в это все закладывал, это было понятно. Он Кайзеру просто сказал о том, что вот конец надо изменять на парламентскую республику, и надо, чтобы избирали. А чтобы была парламентская республика, и нам совсем поверили, мы туда включим социал-демократов. И тогда, как говорится, у них там к ним отношения на Западе получше, их там знают. И как-то, может, с этого выпили. Причем, скажем, его наглость доходила до того, что как раз остановились они на принце Баденском, Максимилиане Баденском. Почему? Потому что он действительно имел авторитет среди людей, его в народе любили, он был большой либерал, демократ, и, скажем, социалисты с ним бы работали. И они работали с ним, просто нет. Но Кайзер пригласил его к себе в кабинет и сидел с ним общался. И тут заходит Людендорф, он ходил, говорит, вы, говорит, побыстрее, говорит, определяйтесь с правительством, то, говорит, там проблемы могут начаться с То есть он уже и, грубо говоря, и Кайзером помыкал просто, как своим почти подчиненным. В общем, Удивительные прям параллели. 3-5 октября 18 года народ Германии узнал об огромных демократических преобразованиях. В общем, касса работала, перронный билет был куплен, и вокзал таки заняли германские революционеры. То есть они были включены в правительство, и правительство сразу же решило сделать так, как и до этого предлагал Людендорф. Не посылать предложение о мире всем, потому что они понимали, что французам и англичанам это, как говорится, такое. А сразу напрямую к Вильсону обратиться с нотой, с предложением о мире. Ответ пришел, точнее 3 ответа, с 8 октября, по очереди. Первый, там был поставлен вопрос о выводе войск с оккупированных территорий. Тут они Людендорф и военная клика воспринимала это все как нормально. Враховуючи, що значну частину і так вони вже втратили в ході наступу Антанти. Да, и было понятно, что втратят, если бы дальше все продолжалось. Вторая, прекратить подводную войну. Тут тоже, они пошли на это. Пошли. А вот третья, в ней Вильсон, по сути, требовал отречения Кайзера, так завуалировано, и, по сути, устранения военной клики. Вот для Людендорфа это стало неожиданностью. То есть, на таку підлість з боку американців він не розраховував. Вообще. И он начал требовать от правительства войны до победного конца. Он сказал, что только так их эти структуры, которые, как там, скажем, военкоматы или как, службы по призыву, ТЦК. Они разослали, Имперский ТЦК. они массово разослали повестки 17-летним. Массово. Да? Он решил, в общем, Людендорф, просто их пугануть всех. Значит, вот это вот его поведение, и вот то, что дальше происходил мир, как раз создало вот эту иллюзию для вот этих вот россказней потом о ноже в спину. Людендорф, мало того, что он, скажем, сам по сути создал вот этих правых экстремистов, своим поведением в армии, он еще и вот этой вот всей пеленой и враньем вот этим действительно создал иллюзию, что вот армия сражается, она уже почти победила. За крок до перемоги. А тут враги, так сказать, сорвали уже отчаянную победу. В общем, принц Баденский, Максимилиан Баденский, выступает против Людендорфа и требует у Кайзера уже его увольнения. То есть он понимает, что он уже играет не просто плохую роль, а он уже играет абсолютно деструктивную роль, нанося ущерб всему, чему только можно. 26 октября Кайзер принимает его вместе с Гинденбургом у себя. А у Людендорфа была такая манера, если вдруг что не пойму, я увольняюсь, ухожу в отставку. И тут уже его упрашивали, куда же вы, в какую отставку, работайте, давайте, пусть будет по-вашему.
И тут он говорит, я в отставку ухожу. Тут говорит, прекрасно, До до свидания. свидания. Так Німеччина лишилася самого ефективного менеджера. Гинденбург говорит, я в отставку тоже ухожу. Ну, как бы, они же вместе пришли на прием. Короче говоря, 5-6 эффективных менеджеров В одному ліце. начали уходить в отставку. А он ему говорит, а вот вашу отставку, говорит, я не принимаю. И когда они вышли, Гинденбург остался главой Генштаба, и Людендорф начал его попрекать, что он там типа, ты меня кинул, там, ты меня подставил. Но после этого Людендорф берет себе паспорт на вымышленное имя, левый, и уезжает в Швецию. От греха подальше. А в это время простые люди начинают понемногу приходить в себя и смотреть на реальное положение дел. Ну, как оно есть. Ну, скажем так, вот эти вот уже вещи доходят реально до людей. Угар победы и шовинистический раж падает. 30 октября канцлер без предупреждения отбывает ставку в СПА. Перед этим, 20 октября, правительство приказывает прекратить уже подводную войну. Но как раз то, о чем мы тогда говорили при развал флота, там получилось вот, с матросами этими, с так называемым мятежом, на самом деле очень интересная ситуация. Когда матросам начало доходить о том, что офицеры хотят вывести флот в море, они это не согласовывали с правительством, вот в чем весь фокус. Угу. Это была чистая их идея. Тобто дати останню битву морську там. Да, Да. да, и то есть опять же затянуть войну. И они пришли и начали говорить там, офицерам, что вы делаете, это же идет вразрез нашего правительства. И До один офицер сказал, малоютландского вот сражения. именно вашего правительства, поэтому вот мятеж на рейде Шедлинг, ну это был скорее не мятеж, А навпаки, як лоялісти вони виступили, ті матроси. да, значит, но все закончилось тем, что их арестовали, я тогда раньше об этом рассказывал, их поместили в тюрьму, а 4 ноября уже другие матросы в поддержку этих в Киле же создают как бы совет некий, а к вечеру прибывает депутат от СДПГ Густав Носке, о котором мы поговорим более позже, чуть подробнее, и его матросы избирают правителем, вот прямо так. И после этого они разъезжаются группами по городам запада Германии. И с 5 по 8 ноября их поддержал практически весь запад страны уже. А Носке в это время в Киле возвращает власть обычным функционерам и восстанавливает авторитет офицеров флота. Ну, скажем, он приводит, по крайней мере, все послушание, за что в Берлине его уже просто заочно носят на руках. Что там закончилось без кровопролития, гражданской войны, и тех матросов выпустили, ранее арестованных, и в общем все как бы ушло своим чередом. Но, по сути, положение правящей верхушки, оно оставалось все более отчаянным. И 8 ноября в Берлин вводят 4-й егерский полк с Восточного фронта. Он считался там таким надежным, который проявил себя неоднократно на разных направлениях. Но, тем не менее, в этом полку солдаты начинают роптать. И они спрашивают, а чего нас сюда привезли в Берлин, что нам тут делать? Ну, наша, скажем так, цель на ближайшее время. И им этой цели определить-то, по сути, никто и не может. И никто сделать ничего не может. И вот 9 ноября по улицам Берлина ринулась огромная демонстрация, которая выкрикивала имена своих вождей, но они их так считали своими вождями, они не были в числе демонстрантов и даже не знали об ее организации. Это новый государственный секретарь Филипп Шейдеман, а также глава фракции СДПГ в Рейхстаге Фридрих Эберт, ну оба социал-демократы. Толпа врывается в Рейхстаг, Шейдеман присоединяется к народу, идет по коридору, подходит к окну, открывает окно и, по сути, провозглашает республику. Они говорят о том, что, ну и сам Макс Баденский говорит о том, что кайзер отрекся, что монархия пала,
хотя Кайзер уехал в Нидерланды только 10 ноября, а формально отрекся, ну, то есть подписал все документы, только 23 ноября. И он еще и возмущался 9 ноября, когда ему сказали о том, что так меня что теперь Макс Баденский с должности смещает. Ну, типа, кто я и кто он. Ну, в общем, этим же самым Шейдеман спас Германию, поскольку он на несколько часов, по сути, опередил Липкнехта, который хотел провозгласить социалистическую республику и пойти уже по пути большевизма. Получилось бы это у него или нет, другой вопрос, учитывая Липкнехта, о котором мы поговорим коротко, но чуть позже. А пока покажите фото 13-16 и с 13 по 16, это вот как раз провозглашение республики 10 числа, вот это Шейдеман, Дзержинского это Эббот и Носке, Густав Носке. Это вот те ключевые фигуры, которые от социал-демократии, которые приняли и сыграли свою роль в этом. Ну и вот с момента провозглашения республики начинается глухое, а потом и открытое противостояние между социал-демократами и их союзниками. В том числе милитаристами из армии с союзом Спартака. Они, большинство большевистского типа организаций, их нельзя считать, конечно, в таком чистом виде большевиками, тем более, что там была Роза Люксембург, которая с Лениным и с ленинизмом расходилась во многих вещах просто категорически. И тут еще надо понимать одну вещь. Ситуативно так сложилось, что Карла Липкнехта и Розу Люксембург считают лидерами и организаторами союза Спартака и их руководителями. На самом деле их роль была достаточно малопонятная. И сам союз Спартака, и будущая так называемая коммунистическая партия Германии, которая была в конце декабря 2018 года организована из союза Спартака, точнее из части союза Спартака, это был орган, который руководился, как бы называли их некие революционные старшины. Кто они были? Сколько их было? До сих пор загадка. Но то, как они выстраивали работу внутри вот этих коллективов, и то, как они работали с коллективом, не оставляя, по сути, следов, а выступал просто, озвучивал какие-то речи Карл Липкнехт, а Роза Люксембург даже ничего не озвучивала, она просто считала, что он тоже руководитель. И они готовили на 11 ноября путч в Берлине. Но поскольку все произошло как бы раньше, и вот тогда, когда заходили люди в Рейхстаг, эти революционные старшины организовали проникновение под видом тоже обычных, простых революционно настроенных граждан Германии, проникновение туда же. Там они сгруппировались в группы, заняли сессионный зал, развесили все, быстро задрапировали красными флагами и начали голосовать, как вроде депутаты, принимая какие-то решения. И что же они приняли? Значит, они проголосовали не позднее следующего утра, то есть, чтобы не затягивая, в каждой казарме и на каждом заводе фабрики избрать совет рабочих и солдат. А в 17 часов уже этого же дня представители от этих советов уже должны в помещении цирка Буша избрать совет народных депутатов, то есть временное правительство. И вот тут надо сказать, что СДПГ сумела переиграть вот этих вот левых экстремистов. Они, не побоявшись ничего, собрались и утром следующего дня заблаговременно, очень-очень рано, как говорится, до рассвета солнца, направили своих представителей на заводы и в солдатские казармы. И те проголосовали за представителей СДПГ на это собрание. И уже маршем шли на цирк Буша, где, по сути, проголосовали за власть центристов. То есть вот такой нестандартный ход дал возможность, оттянуть вопрос
вооруженного конфликта. Но тем не менее, и самое главное, укрепить сознание людей, понимание того, что есть нормальная легитимная власть с любой стороны. И красным оставалось только рассчитывать на новый путч и поддержку большевиков. Фото номер 19 покажите. Это вот фото из большевистской газеты декабря 18 года. Значит, вот при первой вести о революции в Германии, в Москве взамен прежнего консульства образовался революционный консульский совет. И солдат и служащих консульства, изображенных здесь, сидят Эрнест Браун, Ротгель, Иос, ну и так далее. То есть они, по сути, скажем так, большевики со своей стороны пытались влиять и путем создания как бы псевдодипломатических представительств немецких на своей территории, и засылкой туда же, скажем, того же Карла Радека, который находился на территории Германии. А социал-демократы разорвали дипломатические отношения с большевиками сразу же. И у них получилось так, что у них не было возможности в открытую пропагандировать и передавать деньги и так далее. То есть это все загонялось в подполье. И однако же вот эти революционные старшины, прикрываясь именами и пользуясь, скажем так, их поддержкой Карла Липкнехта и Розы Люксембург, с 5 по 12 января подняли путч, который вошел в историю как январское восстание в Германии. Подавили его добровольческие войска во главе с Густавом Носкем. И Липкнехт и Люксембург были убиты. Покажите фото с 20 по 25. Это вот как раз броневики Носка наступают на рабочие кварталы Берлина, на плакате надпись «За правительство Эберта Шельдемана против террора». Вот это Карл Липкнехт, Роза Люксембург. А это, собственно, труп Карла Липкнехта уже после того, как он был убит. Вообще, Карл Липкнехт такая интересная действительно фигура, очень неоднозначная с точки зрения того, что он в партии не был особо популярен, но в народе его очень знали, то есть имя его было известно. Кстати, крестниками его по документам числились 2 человека, крестными отцами. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. А отец его был, по сути, отцом-сооснователем социал-демократической партии. И все на него смотрели, как на это. Он был по профессии адвокат. Но он был очень такой, скажем так, действительно экстремистски настроен. То есть он был всегда сторонником каких-то крайностей. Не центрист совсем. Если их сравнивать даже с той же Розой Люксембург, то Роза Люксембург была гораздо более прагматичной в своих взглядах, чем тот же Карл Липкнехт. Но, тем не менее, управлять чем-либо он не мог и не умел. То есть он был просто выставлен как некое знамя. И, в принципе, за этим всем маячил действительно большевизм, советский большевизм. Но здесь была другая проблема. Носке, при всем том, что он сумел подавить это все, и закончить это все. Он использовал кого? Фрайкор, добровольцев. А добровольцы это были очень такая, знаете, специфическая группа в армии. И не только в армии. Когда, по сути, государство начало сыпаться, там тоже начали искать места, где можно заработать денег. И там был такой проект о Курляндии. Значит, что мы сейчас Латвии поможем стать независимым государством. Латвия должна нам дать паспорта латвийские и земельные участки. Мы будем на этих земельных участках работать, будем, так сказать, развиваться. И это будет нашей новой счастливой родиной. Там была каша мала, конечно. Там был генерал фон дер Гольц, который время от времени называл себя Гольцовым, если ему надо было русских привлечь на свою территорию. Был так называемый Бермон Давалов, тоже такая, скажем, атаманского типа фигура. Были войска белые князя Ливина, которые поддерживали как раз латышей и сражались на их стороне.
Ну, то есть там... Так, для наших глядачів звідти же з того регіону власне емігрував Розенберг, який потім так буде відомий серед нацистів. І це власне він притащив оці жандармську цю підробку протоколи сіонських мудреців, і він її поширив якраз на фоні оцього всього. Ідеї оцих удару в спину, оці протоколи сіонських мудреців, вони впали на дуже благодатну почву, яку от Людендорф і ці медіа в останні місяці Першої світової, ось вони фактично вони створювали такий ідеологічний ґрунт, на якому потім буде зростати націонал-соціалізм. Ну да. Ну, кстати, он, если брать Розенберга, то он переехал уже в Германию, собственно говоря, из Москвы. Он же был эвакуирован. Он в Москве окончил вот, тот институт, который потом станет Баумана, как там технический. Так? И, кстати, был членом Политкульта. Да. И, собственно говоря, вот эти вот силы, если бы он воспользовался полицейскими силами, если он бы воспользовался армией, это был бы один вопрос. Но он воспользовался теми силами, которые, к сожалению, в скором будущем станут штурмовиками СА і тими, хто буде в скажу так, він використав одні антидержавні сили проти інших антидержавних сил. Да, и вот как раз покажите последнюю фотографию, это 26. Это из разворота, это прямые славоноски, которые он как раз и сказал. Я взялся за дело, хотя я знал, что меня будут поносить как кровавую собаку. Я выполнил эту кровавую работу из серьезного сознания долга, но при этом я ясно осознавал, что пробегу кровавой собакой через германскую революцию. Так его, собственно, там и называли противники кровавая собака Ноской. Но, тем не менее, он все же сохранил демократию в Германии. Это надо признать. И потом он был арестован уже нацистами, как участник заговора против Гитлера в 1944 году. То есть он все же, ну, скажем, использовал крайних, сам в крайности не впадал. Ну а дальше был мир. И еще там, конечно, были и так называемая Советская Республика в Баварии, и еще там мелкие типа советские республики, но это уже оно не имеет никакого значения, это уже был больше, скажем так, такой, знаете, государственный, советского типа попытки создать какие-то очаги гражданской войны и неких советских государств, из которых можно потом захватить всю Германию. Ну, в общем, это были такие очень эпизодические вещи, Так. которые... Для наших глядачів стосовно цих мирних переговорів, соціал-демократи, які фактично стали владою, саме їм довелося, тобто, їхати в Комп'єн. І ось цей фільм 22-го року, це крайня версія на Західному фронті без змін, там дуже добре передано ось це емоційно, тобто, як коли вони в вагоні їдуть, і тобто, як до них ставляться військові, до соціал-демократів, дуже добре в цьому фільмі. І от ти розумієш, що вони стали крайніми, і взагалі політика ось цих перших місяців, навіть років, Веймарської Німеччини мені трохи нагадує директорію, тобто вже після термідоріанського оцього перевороту, коли директорія то вліво наносила удар, то вправо, тобто то по монархістах, то по недобитках якобійців. І так само ось соціал-демократи, вони опинилися в такому хиткому центрі, і вони то спирались на правих, щоб подавити, як, наприклад, січневе повстання, то потім навпаки, за допомогою лівих, там, як, наприклад, це було в 23-му році і так далі, от, давили вже правих. Так, ну, собственно говоря, вот и все то, что касается именно революции в Германии. Вот, как говорится, итоги понятны, и уроки тоже понятны. За роботу. Так, і я тут тільки Товариші. скажу за свій цей пост, я був пару місяців тому написав, що платити буде майбутнє, от якраз про ці події, що одна з фундаментальних помилок ось цих веймарських центристів в тому, що вони не привлекли до відповідальності, власне, таких людей, як Людендорф, і всю цю стару еліту. Вони вирішили, що для балансу їх треба зберегти, нікого не чіпати, тому що якщо б
якби вдаримо по них, то хто нам потім буде допомагати давити якби лівих і пристроювати їх. І в результаті виявилося, що за все те, що сталося, країна дійсно потрапила в абсолютну катастрофу, не відповідав взагалі ніхто, і крайні би в кінці виявилися соціал-демократи, хоча вони то якраз займали найбільш помірковану і центристську позицію в всій цій системі. Тобто це такий дуже хитрий хід, який привів до катастрофи, і в кінці кінців, ну і вони самі там робили помилки, але річ в тому, що от все те, що відбувалося там 18, 19, 20, 21, 22, 23 роки, передумови цього закладалися з 2014 року, а наслідки, власне, розгрібали соціал-демократи з осені 2018 року. Да. И если мы посмотрим, скажем так, на тот национал-социализм, который родился из этого всего, то по большому счету он родился действительно из того, что вы сказали, из безнаказанности, из абсолютной безнаказанности. То есть фактически не союзники, которые подписали этот Версальский договор, они ведь все бросили только на одно, на экономическое выгребание всего, чего только можно. Плюс там были действительно, там где касается РУРа, вот этих оккупированных районов, там были вещи, ну, абсолютно, мягко говоря, ну, не то что неприглядные, да, выходящие за любое нормальное понимание. Если мы там еще будем, допустим, на эту тему собираться там, и о том же, скажем, может, самом мире и тех вещах, о которых мало знают, да, то ведь унижение, о котором говорили, оно же заключалось не только в том, что там какие-то территории перешли кому-то, и кто-то что-то уменьшилось в территории, кто-то какие-то деньги платил. Там были вещи, которые, ну, они вообще не укладываются в понимание нормальное. Вместо того, чтобы действительно наказывать тех, кто был виноват, ну, вот это вот всем развязывании войны и в военных преступлениях, те, которые были реальные военные преступления. Но это все осталось, увы. Да. Ну, друзья, я думаю, что вы все увидели, что история действительно содержит массу поучительных моментов, даже если это история там Германии там, или какой-то другой страны, потому что все, кто смотрели этот эфир, не без интереса, я думаю, находили массу параллелей из нашей с вами реальности и с соответствующими фигурами, и, в общем-то, приходили к соответствующим выводам, да. Поэтому историю нужно учить грамотно, учить системно, учить во всех ее проявлениях, не только украинскую историю, а и понимать историю других стран, потому что там содержится масса ответов на животрепещущие вопросы. Самое главное, там содержатся ответы, как избежать многих ошибок, которые мы, к сожалению, постоянно допускаем. Поэтому в этом плане история, ну, очень важна. И мы так за нее взялись, вот благодаря нашим историкам, не только тем, которые присутствуют здесь, но и другие, которые регулярно приходят в гости. Но в любом случае мы будем это все дело продолжать. И следующий эфир, который вот сейчас будет вместе с Ольгой Михайловой и Ильей Чедолумой, он как раз будет посвящен событиям, которые проходили параллельно вот этим вот процессам, описываемым вот в этом эфире, потому что они будут посвящены концу 1917 года, началу 1918 УНР, значит, Центральная Рада, ну, собственно говоря, как, имея все, ну, если не все, то многое, про, ну, все. Да, вот об этом будет следующий эфир. Поэтому не переключайтесь, мы сейчас будем сразу начинать. Алексею Беблю традиционно огромное спасибо. Илье Чедолуме, который тоже очень органично вошел в эфир тоже. Как говорится, до новых встреч через 5 минут. Пока.